Всем привет! С вами Валерия. Приглашаю вас заглянуть в мой волшебный мир творчества. Продолжаю совиный марафон. В этом выпуске вы узнаете, как можно смастерить красивое круглое панно из гофрокартона и бумажных лотков от яиц. Я покажу вам два различных варианта окрашивания на одинаковой основе. Ссылки на распечатки, а также подробный список материалов находятся в описании под видео. Из ровного плотного гофрокартона вырезаем 2 или 3 детали основы размером 24 см. В работе я применяю распечатку, сделанную на струйном принтере. Ссылку на мастер-класс по работе с такими распечатками вы найдете в описании под видео, а также подсказка появится на экране.
Импровизированные кирпичики оклеиваю бумажными салфетками. Использую столярный клей ПВА, разбавленный наполовину водой, потому что данная работа задумана в светлых тонах, а обычный клей ПВА со временем скорее всего даст желтизну. Но если вы будете делать работу в темных тонах, то вполне подойдет и обычный клей ПВА. Грунтуем работу. В качестве грунта я использую белую акриловую краску. Белую краску наношу при помощи спонжа тонким слоем, так, чтобы сквозь нее виднелся персиковый и серый цвет. Для того, чтобы краска была более прозрачной, ее необходимо было разбавить водой, но я этого не сделала, и на цветах получился слишком плотный слой. От этого работа стала выглядеть тусклой. Для того, чтобы это исправить, персиковую краску я разбавила водой до полужидкого состояния и в один слой нанесла на цветы. Также немного разбавила водой краску цвета зеленый винтаж и окрасила листья. Сверху для игры цвета и нежного мерцания наношу белую перламутровую краску, но использую ее совсем немного. Покрываю работу акриловым лаком. Для второго варианта панно основу я сделала аналогично, только картинку выбрала с темным фоном. Напомню, что ссылка на видео по работе с закреплением чернил, распечаток сделанных на струйном принтере, находится в описании под видео. Окрашиваю работу черной акриловой краской. Перед окрашиванием картинку обязательно необходимо покрыть акриловым лаком. Это делается для того, чтобы с нее легко удалялись помарки. После высыхания наношу металлики, использую бронзу, светлое золото и белый перламутр. В завершение не забудьте покрыть работу акриловым лаком.
Вот такие замечательные панно у меня получились. Буду рада, если мой мастер-класс вам понравится и пригодится. Всем моим подписчикам уже по традиции огромный привет. Всех вас крепко обнимаю, просто обожаю и целую. Буду рада вашим лайкам и комментариям. Всем, кто на моем канале впервые, предлагаю подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем моим зрителям от всего сердца желаю мира, добра, благополучия, крепкого здоровья, берегите себя и своих близких. Всех вас поздравляю с наступлением лета, пусть оно будет теплым, ласковым, радостным и приносит только самые светлые, чудесные и позитивные эмоции. Всем вам желаю огромного творческого вдохновения и всего самого-самого волшебно прекрасного. До новых встреч!